И снова здравствуйте, дорогие товарищи. Радио «Аврора» вновь приветствует всех своих зрителей и слушателей. У микрофона Кирилл Рычков, режиссер эфира Андрей Северида, а на прямой связи с нашей студией историк Евгений Спицын. Евгений Юрьевич, здравствуйте. Да, добрый день, здравствуйте и вам, и нашим уважаемым дарителям. Сразу обращаю внимание всех тех, кто хочет приобрести подарочную версию книги Евгения Юрьевича с именным обращением, дарственной надписью и автографом автора. Сейчас для заказа доступны все книги серии «Советская держава» от «Осени патриарха» до «Разгадки Горбачева». Ссылочка есть в описании. Переходим к ответам на вопросы наших подписчиков в закрытом телеграм-канале «Радио Аврора». Вопрос от Алексея. Вопрос из области философии. Возможно ли возвращение духа истории, то есть восстановление действия некоторой объективной закономерности, определяющей историческое развитие? Почему удалось остановить колесо истории и повернуть его вспять? Исторический материализм не предусматривал такой ход событий? Почему во время Маркса и Ленина этот исторический дух действовал явно, а сейчас он не действует? И нас пытаются убедить, что никакой закономерности исторического развития и не было, а была всего лишь бесконечная конкурентная борьба могущественных групп влияния в мире и у нас. Ой, слушайте, ну тут, по-моему, все свалено в одну кучу. А при чем тут такое? Исторический дух? Вот мне бы интересно узнать, а что товарищ подразумевает под этим понятием исторический дух? И если он в данном случае оперирует или апеллирует к Марксу и Ленину, они были материалистами. Они считали, что дух вторичен по отношению к материи. Это основной вопрос философии, ну, по крайней мере, в XIX и в XX веке был. Что первично? Бытие или сознание? Марксисты, все марксисты, говорили о том, что бытие первично, что материя вечна в пространстве и во времени и неуничтожима. А все остальное, это является производное от материи. Причем не просто от материи, а от характера общественно-экономических отношений. В этом смысле марксисты были экономическими детерминистами. То есть они в основу всего и вся развития всей человеческой цивилизации клали прежде всего, ну я немножко углубленно говорю, но прежде всего экономический базис. Все остальные институты, в том числе государство, идеология, культура и все такое прочее, это были надстроечные структуры, которые как раз и выражали тот самый дух, как выражается наш уважаемый гость. И почему он говорит, или вернее утверждает о том, что был презрен какой-то исторический дух. Духом истории, цитирую, то есть восстановление действия некоторой объективной закономерности, определяющей историческое развитие. Вот что он называет духом. Но это никоим образом не связано с каким-то историческим духом. Это вообще вненаучное понятие, исторический дух. А объективная закономерность, это да, это законы общественного развития. Надо же прекрасно понимать, что Ленин в свое время писал знаменитую брошюру «Три источника и три составных части марксизма», где он как раз и указывал, что в базисе или в основе марксистского учения, которое он называл научным учением, лежат труды предшественников или современников Маркса и Энгельса. Это утопический социализм, ну, в частности, того же Оуэна, классическая политэкономия Адама Смита и Рикардо, это английские экономисты, ученые, и это классическая немецкая философия Гегеля и Фейербаха. В данном случае Фейербах, он был представителем материалистического направления философии, ну, в немецкой философии, Людвиг Фейербах. А Гегель, он был представителем как раз противоположного, идеалистического направления. Но что они почерпнули ценного у Гегеля, так это законы диалектики, открытые Гегелем. Но он эти законы открыл применительно к природе. Это закон перехода количества в качество, борьбы единства противоположности и отрицания. Так Маркс и Энгельс сказали о том, что вот эти законы диалектики природы, они таким же образом действуют и в обществе. Они существуют, эти законы, ну, например,
закон перехода количества в качество, они интерпретировали так, что количественные изменения – это эволюция в развитии человеческого общества, а качественные изменения – это революция. То есть это скачкообразный процесс, который в корне меняет прежде всего, производственные экономические отношения. И за сменой этих производственных экономических отношений неизбежно наступают такие же кардинальные коренные перемены и в надстройке, то есть в политической системе, государства, в идеологии, в культуре, ну и далее по списку. Вот тут ничего сложного, я, понятно, так как бы лапидарно, очень упрощенно объясняю, в чем, значит, основные как бы постулаты марксистского учения, и никто от них не отходил. Да, были, конечно, ревизионистские течения внутри марксизма, и того же Каутского, и того же Бернштейна. Затем, безусловно, идеология еврокоммунизма, рожденная как прямое порождение 20-го партийного съезда. Это все были ревизионистские концепции, которые, ну, мягко говоря, подправляли Маркса на новом историческом этапе, говорили о том, что вот Маркс ошибался здесь, там, сям и так далее. Там основным камнем преткновения являлось что? Утверждение Маркса о том, что переход от капитализма к социализму возможен только революционным путем. И второе расхождение в том, что в рамках социализма не может существовать товарного производства. Вот вокруг вот этих двух основных положений, собственно говоря, и происходили или проистекали все ревизионистские учения, потому что тот же Каутский, тот же Бернштейн, они утверждали, что нет. Переход от капитализма к социализму возможен и на путях реформизма, что вот в условиях там свободных парламентских выборов рано или поздно социалистические партии могут получить большинство в парламенте, сформировать соответствующие социалистические правительства и начать проведение необходимых реформ, которые и трансформируют буржуазный способ производства в социалистический со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но вот с представителями этого ревизионистского течения нещадно боролись все марксисты, включая и того же Ленина, и того же Сталина, ну и далее по списку. А то, что касается идей еврокоммунизма, которые стали новым, что ли, этапом ревизии марксизма, они заключались в том, что вот, дескать, советский сталинский опыт строительства социализма, вот с теми репрессиями, с той тоталитарной надстройкой и т.д. и т.п. Это все, конечно, ерунда была абсолютная, да. Но неважно, у них вот такие представления сложились. Это тупиковый путь, что нам надо брать лучшее из буржуазного общества, соединять с лучшим из социалистического, и вот на базе, на основе этой конвергенции пытаться построить что-то новое. Причем я замечу, что эти идеи конвергенции, они впервые родились вовсе не в умах там тех же итальянских или французских еврокоммунистов. Они родились еще вскоре после окончания войны, ну, например, в работах небезызвестного Петерима Сорокина. Сорокин – это довольно известный персонаж, который был довольно известным социологом, философом в царской России. Затем он, значит, первые годы советской власти продолжал жить уже в советской России, никуда не эмигрировал, и открыто вступал в полемику не с кем-нибудь, а с Лениным. Вот. Причем он писал довольно хлесткие статьи, разоблачающие, как он это дело представлял, политику большевиков, полемизировал прямо с Лениным, и Ленин поначалу участвовал априори, или вернее как бы в этой полемике не напрямую, а опосредованно. Но в конце концов он понял, что Петерим Сорокин со своими идейками, он представляет крайне вредоносное течение внутри общественной мысли, поэтому Петеримушке и было сказано: знаешь что, дружок, если ты не хочешь пулю в лоб получить, вот, и не подрывать тут наши идеи строительства социализма и пролетарского государства, давай-ка лучше вали за рубеж. И он свалил за рубеж. Вот. Потом он болтался по Европе, а потом, в конце концов, осел в Америке, и вот там он
стал, кстати, основоположником американской социологической школы, между прочим, между нами девочками. Вот. И именно он еще во второй половине 40-х годов как раз и породил вот эту вот идею конвергенции, которая, увы и ах, потом была взята на вооружение нашими партийными идеологами еще в брежневскую эпоху. Уже тогда партийный аппарат стал проникаться этими идеями. Это так называемые внутрипартийные диссиденты. Об этом писали многие мемуаристы, которые тогда работали в партийном аппарате. Тот же Черняев, тот же Шахназаров и многие-многие другие. И я не помню, по-моему, Георгий Хасрович Шахназаров, значит, у себя в мемуарах написал, что тот же Брежнев прекрасно все увидел и понимал, и называл этих ребят «мои социал-демократы». То есть «мои Петеримы Сорокины». Понятно, да? Вот. А уже при Горбачеве, особенно позднем Горбачеве, вся вот эта вот конвергенция и вся эта гоп-команда, она приобрела определяющее значение выработки идейного, а значит и политического курса Горбачевской перестройки. Ну вот так, если коротко. А конвергенция это, ну, если так можно выразиться, научное понятие, или ее можно упростить до понимания, что это вот какой-то симбиоз двух систем? Опять же, как дополнительный вопрос, достаточно часто приходится слышать, что вот сталинская экономика с ее артелями, это и есть принцип идеального синтеза. То есть идеальная конвергенция – это вот и есть сталинская экономика. Понимаете, дело в том, что у нас, знаете, когда вот начинают путать понятийный аппарат, вот здесь и начинаются основные проблемы. Сталинские артели – это были не частные производства. Они не были основаны на принципе частной собственности на средства производства. Вот это коренное отличие сталинской артели, например, от какой-то частной семейной фирмы и у нас в стране сейчас, и, например, на Западе. Какая-нибудь семейка там открыла свою кафешку там или пиццерию и т.д. и т.п. Понимаете? Вот они являются владельцами своего частного предприятия, которое может участвовать в процессе купли-продажи. И вот это основной элемент, что ли, буржуазного способа производства. Если собственность принимает участие в процессе купли-продажи, это в чистом виде буржуазный способ производства. Сталинские артели лишь по форме напоминали частное производство, но по сути это была переходная форма именно социалистической организации производства, поскольку они были исключены из процесса купли-продажи. Артель нельзя было купить и продать. Артель можно было только создать. И это было предприятие не частное, а не государственное. Разницу ощущаете? Ощущаю. То же самое и колхозы. Колхозы – это артельное производство на селе, коллективное хозяйство с долевой собственностью. Потому что колхозные угодья, они складывались из долевых, понятно, наделов самих колхозников, то есть крестьян, которые добровольно объединились в этот колхоз. Там была частная собственность, например, на орудие производства, ну, условно говоря, но там не было частной собственности на средства производства, то есть землю. Основным средством производства в сельской местности, конечно, является земля. И колхоз, как и другие сталинские артели, не мог участвовать в процессе купли-продажи. Я не мог приехать к председателю управления колхоза и сказать: слушай, дружок, вот у тебя там есть какой-то участок земли, который не родит или который не засевается, давай-ка я у тебя куплю. Но это не в буржуазном обществе, это сплошь и рядом, понимаете? А в советской социалистической экономике такого быть в принципе не могло. Поэтому, когда мы говорим о коренном отличии советской социалистической экономики от буржуазной, мы должны понимать одну простую вещь, что социалистическая экономика – это не тотальное обобществление всего и вся и превращение всего в государственную собственность. То, о чем говорил Горбачев. Он лгал. Нагло лгал. Может быть, и в силу того, что он был просто чудовищно необразован. Просто был тупица. Он неоднократно в своих выступлениях лгал на большие аудитории и на совещаниях ЦК, и на пленумах ЦК, и на прочих других
собраниях и заседаниях о том, что якобы при Сталине была тотальная огосударствление экономики. Да не было этого. Наоборот, во времена Сталина советская экономика была как никогда многоукладна. И там действительно существовали две формы собственности. Они были закреплены, кстати, в конституциях. И в ленинской, и в сталинской, и в брежневской. Это государственная или общенародная собственность, и колхозно-кооперативная собственность. И они не сливались. Более того, Сталин, кстати, в своей последней работе о проблемах строительства социализма в СССР как раз и поставил на повестку дня в качестве главных, значит, как бы главных задач для будущих экономистов, для будущих теоретиков марксизма и строительства социализма вот эти две ключевые позиции. Первое. Произойдет ли историческое слияние двух форм собственности, общенародной, государственной и колхозно-кооперативной? Он на это ответ сам не давал. Он только ставил саму эту проблему с тем, чтобы эта проблема была решена на высоком научном теоретическом уровне. И вторая проблема – это товарность социализма. Является ли социалистический способ производства таким же товарным, как и буржуазный способ производства? Сталину, кстати, потом в вину ставили именно это, тот же Цыпко. Неграмотный, хабилитованный доктор философии. Он везде хвалится, что он хабилитованный. Слушайте, это все равно, что матом сказать. А я не знаю Культурный. такого слова, это что? А это в Европе принято. Такой есть статус тех, кто защищал там диссертации. Вот им давали такое звание. Ну, как в царской России был, например, ординарный профессор. Понимаете? А вот в Европе, там в той же Польше, хабилитованный, он очень гордится этим. Он до сих пор этим гордится. Я не просто доктор философских наук. Я хабилитованный доктор философии. Понял? А что значит-то это? Ну, хабилито, ну, да не слушай, знаю. Вот, да, спроси у Цыпко. Ну, само название интригующее, понятно? Вот, что-то сродни там, Сейчас посмотрю. не буду выражаться, в публичном пространстве. Да, так что вот таким образом. И вот этот хабилитованный, он утверждал, что именно отрицание товарности социализма и завело сталинский казарменный социализм в тупик 5-10. И вот сейчас Горбачевская перестройка, это есть как раз выход из этого тупика. Что вот мы, дескать, делаем социализм товарным производством, вот, берем лучшее из буржуазных. Но это все была мишура, псевдотеоретическая мишура. Для чего? Для того, чтобы совершить вот тот преступный акт разрушения социалистических производственных отношений и восстановления буржуазного способа производства. А они тогда еще скрывали под маской вот этих как бы псевдонаучных дефиниций свои реальные цели и задачи. А когда Советский Союз рухнул и к власти пришла банда Ельцин, там уже ничего скрывать не надо. Мы строим капитализм. Привет родителям. Правда, Ельцин говорил, что мы будем строить народный капитализм. Тогда этот Федоров носился с этой идеей, что у нас все будет акционировано. Ага. С самого начала стали строить самую дикую форму капитализма, олигархического капитализма. Вот. Когда все самые лакомые куски общенародной государственной собственности приватизировала кучка бандитов. Понимаете? А аналогичным образом началась и разрушение всего колхозно-совхозного строя, приватизация земли. И сейчас у нас крупные агрохолдинги, это латифундии, это частные хозяйства. Возьмите бывшего министра сельского хозяйства Ткачева. Да это один из самых крупнейших латифундистов нашей страны, у которого под рукой миллионы гектаров земли. И когда мы радуемся, кстати, возросшему экспорту нашей сельхозпродукции за рубеж, это действительно неплохо. Только задайте себе вопросом, а куда идет львиная доля прибыли от экспорта нашего продовольствия за рубеж? Не в государственный карман, а в карман того самого Ткаченка и таких же прочих олигархов от аграрного производства. Ну, в царской России это мы все видели. Тот же Терещенко, сахарозаводчик, вот, тот же Коновалов и т.д. и т.п. Они были такие же миллиардеры.
Я поэтому и говорю, что мы по спирали, марксовой спирали истории, вот отвечая на, или до отвечая на первый вопрос, не пошли не вверх по пути прогресса, а вниз по пути регресса. И в 91 году сами взяли себя за шкирку и вернулись к событиям февральско-мартовской революции. То есть у нас было восстановлено правительство февралистов. А кто такие февралисты? Это прислужники западного капитала. Вот, это масоны, которые были напрямую повязаны с масонскими ложами Европы, прежде всего Франции. Они под диктовку французских масонов делали все, что им было сверху указано. Ну, характерный пример, я уже 100 раз его приводил, когда после Корниловского мятежа была создана директория, и там внутри директории, там всего 5 человек было. Керенский, его зам Николай Виссарионович Некрасов, кстати, они с Керенским вместе возглавляли российскую ложу «Великий Восток народов России». Этот был генсек, тот был его зам. Дальше Терещенко, такой же масон, тот самый латифундист, у которого были огромные латифундии в Харьковской, в Екатеринославской губернии и так далее. Самый крупный сахарозаводчик России. Вот. Дальше там Верховский и Вердеревский. Так между Терещенко, министром иностранных дел, и Верховским, новым военным министром, возник спор по поводу того, продолжать войну или нет. Верховский говорил, надо срочно с немцами заключить перемирие на фронте. Вот. На что Терещенко категорически и Керенский, чтобы не доводить дело до Цугундера, он в неопределенный отпуск отправил этого Верховского. И в это время как раз приехал Альбер Тома, это министр вооружений Франции, который был смотрящим над российскими масонами от Великого Востока Франции. И он им сказал, ни в коем случае не заключать с немцами не то что перемирие, потому что в противном случае немцы тут же перебросят свои дивизии с Восточного фронта на Западный, и тогда пиши пропало. Вот кто находился у власти с февраля по октябрь 1917 года. Западные марионетки. И точно такие же западные марионетки пришли к власти в 1991 году. Так, ну для справки... Да, я прошу прощения, тогда же Козырев провокацию сделал. Сейчас мало кто о ней помнит. Я не помню, где это было, то ли в Финляндии, то ли в Швеции. Но где-то он выступал на каком-то саммите и, значит, прочитал доклад, что типа у России есть национальные интересы, что, значит, Черноморские проливы наши, Восточная Европа вся наша, Балканы все наши, 5-10. Там все сидят и ушам своим не верят. Они думают, ничего себе, русский имперец тут распоясался и читает нам, значит, ну понятно, да, программу Петра Первого, там, Сталина, т-т-т. Потом он улыбнулся и говорит, не пугайтесь, господа, это я вам изложил концепцию внешней политики наших идеологических врагов, коммунистов. Мы, как вы понимаете, ни одного пункта этой концепции не разделяем, потому что у России нет своих национальных интересов. Национальные интересы России растворены в интересах Америки и всего цивилизованного коллективного Запада. И тут раздался гром аплодисментов. Министр иностранных дел публично заявляет, что у России нет своих национальных интересов. Гнида, подонок, конченая мразь. И он уже 20 лет пребывает в Америке. Какую-то там себе контору Никанора, там, по-моему, в медицинской промышленности создал там. Вот. И облысел уже это. Его по-хорошему надо выкрасть нашим спецслужбам. Вот как при Сталине всех этих врагов народа выкрадывали, привозили в багажнике и потом здесь судили и вешали. Вот надо сделать с Козыревым то же самое. Давно пора. Потому что мы сейчас расхлебываем, в том числе и его преступную политику на посту министра иностранных дел. Когда он напропалую вслед за Горбачевым и Шеварнадзе продолжил этот курс предательства национальных интересов страны и сдачи всех наших позиций. Ладно бы, если бы мы эти позиции оплатили звонкой монетой, хрен с ним. Вот как Прибалтику, например, у шведов купили. Мы это все оплатили кровью миллионов и миллионов наших людей. Это бесценная цена, бесценная кровь наших соотечественников, погибших на полях Великой Отечественной войны.
А эти мрази, нелюди, за понюшку табака, за банку вонючего пива из алюминиевой баночки, бля, продали все направо и налево. И потом еще не оправдывались, а объясняли, типа, теоретически, что вот мы, типа, стали частью цивилизованного мира. Понимаете? Но вот мы видим, как этот цивилизованный мир, фашистующий мир относится к нашей стране. Он всегда так к нам относился. Это они просто на себя в определенное время маску надели, чтобы, понятно, да, одурманить, значит, как это кто-то сказал, я не помню, мудрый человек, что лучше быть с британцами вечными врагами, чем хотя бы на одну минуту стать друзьями. Они задушат вас в своих объятиях. Вот мы и стали друзьями. Еще чуть-чуть бы, и они нас придушили, как котят слепых. Вот стоит эта ведьма, как ее, Нарочницкая. Бедный Толя. Он, говорит, ее когда приглашает, а приглашает же редактора, он, говорит, фонтан она открывает, а он, говорит, никак не может этот вентиль закрутить, чтобы у нее фонтан этот. Ее перебить невозможно, понимаешь? Папа, значит, был советский профессор, она вроде бы тоже. А сейчас превратилась в такую церебожницу, что мама не горюй. Вот. И везде демонстрирует свое интеллектуальное превосходство над всяким быдлом. Читает там поэмы, значит, Пушкина, там, Тютчева, Гёте, Шиллера и все такое прочее. Вот. И вот она, Толя, стоит, господи, я вот даже не слышу, но я понимаю, он ее пытается перебить, а она, как этот, глухарь на такую. У ней в одно ухо влетело, другой вот стоит этот Клинцевич, у него такое, значит, уже изможденное лицо, он готов ее убить, но он не может, понятно, прямой эфир. Вот Толя вставил 5 копеек, она опять не заткнулась. Ну просто это... Они у тебя там в углу комнаты стоят, что ли? А у меня вот телевизор стоит, вот, понимаешь? Вон, кстати, у Толи на лысине стали волосы расти. Вот это... От пережитого. Так, ладно, для справки. Хабилитованный или хабилитированный – это человек, прошедший процедуру хабилитации, главная цель которой – подтвердить, что ученый готов не просто вести исследования, но и самостоятельно представлять свою научную область в полном объеме, включая преподавание. Во-во-во. Ну вот он такой вот бесконечно крут. Там, Здравствуйте, он этим особо, он же в Польше, он же там находился в Польше как раз, когда там было особое положение, солидарность, 5-е, 10-е, вот, Одесский ПОЦ. А потом он оттуда вернулся, и Яковлев его тут же пригрел у себя там, сначала в ИММО, а потом сделал его консультантом этого отдела агитации и пропаганды, а затем, когда он показал, на что он способен, ну, то есть показал все свое гнилое нутро, он его сделал своим помощником. И тот у него на цыпочках бегал и, значит, за 30 серебряников, как Иуда, выполнял все его самые гнусные, самые мерзкие указания и установки. Вот. И вот в этой статейке, которую мы недавно разбирали, он прям там и писал. Вечером в 9 часов меня Яковлев на своей машине отправлял домой поужинать. А он в это время ужинал с ИК, ему приносили, ну понятно. Это он тебя так уважал, он тебя не приглашал к себе за стол поужинать. Да ты кто для него? Ты так, дворовая челядь, иди у себя там поешь котлетки с макарошками. А потом в 10 часов вечера я возвращался к Александру Николаевичу и до полуночи слушал его рассказы о своем детстве, голодном детстве, о своей юности, 5-е, 10-е. Слушайте, вот... Господи, если Господь хочет кого-то наказать, он прежде всего отнимает ум. Вот у него давным-давно, там особо ума-то и не было. Там мне рассказывал один мозговед, говорит, мы, говорит, исследовали мозги вот всем этим горбачевским прорабам. Ты знаешь, Жень, это удивительная вещь. Ни у кого нету извилин. Вернее, есть по 2, ну максимум по 3 извилины. И то все прямые. Все. А у Цепко, говорит, там вообще был уникальный случай, мы просто в ступор пришли. У него половина извилины, и она прямая, просто в идеальном состоянии прямая. Ты представляешь, вот он, хабилитованный с прямой извилиной одной.
Но продолжает вонять. Продолжает. Ну ладно, простим пожилого Сашку и помолимся перед Господом нашим Иисусом Христом за то, чтобы он его уразумел. Наш подписчик Иван. Здравствуйте, Евгений Юрьевич. Кто такой Бернштейн и бернштейнианцы, о которых Ленин часто профинит в своих работах? Так я только что сказал, это ревизионисты. Это вроде бы как марксисты, то есть люди, разделяющие основные положения Марксового учения, но при этом поправляющие Маркса. Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. «Аврора» представляет компанию «Акнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашего информационного агентства. «Акнотика» — это новое слово остекления объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем. Честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагает двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов 3 компаний, и вы поймете, почему окна «Акнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Акнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании. Бернштейн был одним из тех, кто говорил о том, что, во-первых, революция – это не обязательное условие перехода от капитализма к социализму, и, во-вторых, что государство диктатуры пролетариата, то есть жесткое государство классовой диктатуры победившего класса, это тоже не камильфо. Но это если в общих чертах. Там были еще и другие расхождения, в том числе то, что касалось экономических студий, ну и так далее. Эдуард Бернштейн, да, это Каутский Бернштейн, это автор германской школы, но это, по сути дела, значит, как это, земляки, условно говоря, земляки Маркса, понимаете. Просто надо понимать, что 19 век – это расцвет именно германской научной школы. И философской, и исторической, и физики, и математики, то есть там в комплексе все, понимаете. А физика была самым тесным образом связана с философией. Вот. Тогда вот пришло это понимание, почему тот же Гегель выводил законы природы. Это было связано прежде всего с развитием физики. Физика – это же наука о природе, понимаете, о тех процессах, физических процессах, которые происходят и на нашей планете, и в космическом пространстве, ну и так далее, и так далее. Понятно, да? Более того, существует понимание того, что самые выдающиеся философы, которые познали как бы тайны бытия, это вовсе не гуманитарии, это вовсе не философы как таковые, не историки, там, не представители других гуманитарных наук, а именно физики. Именно физики. И в этом есть своя сермяжная правда. Кирилл Байков. Здравствуйте, Евгений Юрьевич. Расскажите подробнее про так называемое кремлевское дело, в чем была его суть и какие были результаты. Слушайте, там несколько процессов называли кремлевским делом. Я не знаю, что он имеет в виду. Он еще употребил словосочетание «дело клубок» или «клубок». Я опустил его, потому что впервые с ним сталкиваюсь. По всей видимости, это речь идет о том деле, которое было заведено в 1935 году, и связано оно прежде всего с арестом Авелии Янукидзе. Авелий Янукидзе – это старый большевик, который долгие годы был вторым человеком во ВЦИК. Он был секретарем в ЦИК. То есть Михаил Иванович Калинин был председателем в ЦИК. ЦИК – это Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет. А он был секретарем в ЦИК. И все законодательные акты, сначала декреты, а уже потом законы, всегда подписывал председатель в ЦИК и секретарь в ЦИК. То есть Калинин и Янукидзе. А в ЦИК это, чтобы люди понимали, у нас же до Конституции 1936 года высшим органом государственной власти, именно так, не парламентом, а высшим органом государственной власти, был съезд Советов, Всесоюзный съезд Советов. Он собирался раз в год, а между съездами Советов полномочия съезда, не в полном объеме, но в значительной его части, передавались
его рабочему органу, Всесоюзному Центральному исполнительному комитету, который был наделен правом издания нормативно-правовых актов, в том числе разного рода постановлений, указов, ну и далее по списку законов. Вот Михаил Иванович, будучи председателем ЦИК, являлся официальным главой советского государства. А секретарем в ЦИК был как раз тот самый Авель Янукидзе. Его хорошо знал Сталин, он был одним из зачинателей революционного движения в Закавказье. У него одно время со Сталином были довольно приятельские отношения, но потом по мере разрастания внутрипартийной борьбы эти отношения улетучиваться стали. Ну а потом Авель Янукидзе действительно слетел с катушек. Существует такое понятие, как перерожденец. Увы и ах. Это было, есть и будет, к сожалению. Не все люди проходят огонь, воду и медные трубы, особенно медные трубы. Долгое нахождение на вершине политической власти, безнаказанность, вседозволенность, они срывают кое у кого башку, и они начинают перерождаться в худшую сторону, и проявляются все их самые негативные и человеческие, и какие угодно черты. И к числу этих перерожденцев относился и Янукидзе, и его подельник Егода Генрих Генрихович, и тот же Николай Иванович Ежов. Слушайте, перерожденец, классический перерожденец — это Горбачев и Яковлев. Классические перерожденцы. Я ответил, нет? Вы обычно какой-то фразой стандартной заканчиваете ответ, поэтому я и подвис. Наверное, имеется в виду это кремлевское дело. Практически все, почти все свои ответы вы заканчиваете фразой таким образом или таким образом, да. Все подельники по этому кремлевскому делу, они были расстреляны. Причем существует версия, это надо, кстати, более подробно расспросить у Саши Колпакиди, он и там кто-то из его коллег, они довольно подробно занимались всем этим, потому что это кремлевское дело, оно было очень разветвленным. То есть в рамках этого дела потом возникло еще несколько более компактных, что ли, группировок там и в среде партийно-государственного аппарата, и в среде советского аппарата, и в среде военных. И многие авторы полагают, что военный заговор во главе с Тухачевским, он как раз вызрел из этого кремлевского дела. Последний тогда вопрос. Когда начали расследовать это кремлевское дело, то следователи вышли потом и на Тухачевского, Убаревича, Якира, Корка. Последний вопрос на сегодня, он во многом риторический, поэтому я лишь одну часть его выделю. Человек расспрашивает о бурном росте промышленности в России в начале 20 века, спрашивает, в какой степени этот подъем и строительство отвечал насущным чаяниям простых людей и так далее. Меня интересна та часть, где Александр Стародуб спрашивает, а можно ли сравнивать результаты этого бурного роста с первые советские пятилетки? Нет, нельзя. Во-первых, начнем с того, что все-таки исходная база была разная, это первое. Но самое главное даже не в этом. Действительно, Россия знала два бурных промышленных роста. Это самый конец 19 века, но обычно первый промышленный подъем датирует 1893-1900 годом. Потом он сменился первым кризисом перепроизводства в истории России. Это 1900-1903 год, который во многом, кстати, подготовил базу для революции 5 года. Особенно то, что касалось сельской местности, потому что крестьянские бунты, массовые крестьянские бунты, которые исчислялись сначала сотнями, а потом тысячами, охватили Россию еще в 1902 году. И они шли только по нарастающей. И пик этого крестьянского движения пришелся как раз на
осень 1905 года. Не случайно в 1902 году будет созвано особое совещание о нуждах сельскохозяйственной промышленности, которое возглавит Витте. Витте тогда уже уйдет в отставку с поста министра финансов, но тем не менее его Николай пристроит как раз вот главой этого самого совещания. Но ведь царская власть, у нас же об этом не принято говорить. Ну что вы, о чем вы говорите? Да там не то, что репрессии были, там просто по городам и весям, по всей России, от Санкт-Петербурга до Кубани, шныряли расстрельные команды и пачками расстреливали крестьян от мала до велика. Да еще отчеты писали государю-императору. А тот читал эти отчеты и на некоторых из них такие резолюции клал. Это все это доступно. Это есть все в архивах. Молодец, но мало. То есть он ему пишет отчет там, начальник какой-то расстрельной команды, что вот подавили там крестьянские бунты, там-то, там-то, там-то. В результате расстреляли там 120 человек, значит, 500 арестовали там, 1000 выпороли, 5-10. И государь-император пишет такие резолюции. Молодец, но мало. Почему, кстати, в фавор к Николашке Столыпин вошел? Не когда-нибудь, а именно тогда. Его же как раз вот в разгар этих бунтов в 1903 году переводят с должности гродненского губернатора не куда-нибудь, а в Саратов. Цитадель крестьянской России. Там бунты за бунтами шли, и он их нещадно расстреливал. И Николай II это оценил. И говорит: Петр Аркадьевич, молодец какой, а давай-ка ты в масштабах всей страны этот процесс возглавишь. Давай-ка мы тебя министром внутренних дел сделаем. Ваше Величество, благодарю за доверие, с удовольствием. А потом через несколько месяцев он его и главой правительства делает. Причем при сохранении его министра внутренних дел. Это уникальный случай. До этого никто не возглавлял одновременно правительство и Министерство внутренних дел. Палач русского народа. Палач русского народа. Но у нас потом из него слепили образ рыцаря без страха и упреха, великого реформатора. Все его реформы накрылись медным тазом. Все его реформы накрылись медным тазом. Но он великий реформатор. Это как такое может быть? Горбачев тоже был. Знаете, как он написал в своем предисловии? Я не знаю счастливых реформаторов в истории России. Миша тоже великий реформатор. Так его тоже реформы медным тазом накрылись. Вы о чем говорите вообще? Да, и, пардон, там я немножко запамятовал. Можно ли сравнить результаты промышленные первой пятилетки? Да, это первое. Второе. Действительно, второй промышленный подъем, он был наиболее сильный, ну, как считают историки. Но там было полным-полно перекосов. Русская экономика вообще была перекошенная. Она же была многоукладная. Буржуазные отношения не доминировали в России, как это ни странно. Она вроде бы вступила в эпоху империализма уже. По идее, буржуазные отношения должны были доминировать, как во Франции, в Германии, в Великобритании, в США. А ведущую-то роль в российской экономике играло мелкотоварное производство, крестьянское производство. Россия-то оставалась крестьянской страной. Промышленный-то пролетариат был всего ничего. Ну, там историки дают разные цифры, но примерно там 6-10% от всего населения страны. Понимаете? И вот именно это обстоятельство и создало те перекосы. Почему Ленин и назвал Россию слабым звеном в цепи империалистических держав? Вроде бы по темпам промышленного роста она входила во второй эшелон развития капитализма. Ленин тогда эшелонировал ведущие буржуазные страны на 3 эшелона. Первый эшелон, то есть самые высокие показатели буржуазного развития, это США, Германия, Великобритания. Второй эшелон – это Франция, Россия, Япония. И третий эшелон – это Австро-Венгрия и Италия. То есть вот 8 ведущих буржуазных стран мира. Вроде бы страна второго эшелона капитализма, но с таким огромным количеством
феодальных пережитков, что мама не горюй. И плюс ко всему аграрная страна, где господствует мелкотоварный уклад. А в некоторых регионах вообще существовал патриархальный уклад, то есть идущий с эпохи раннего Средневековья, когда практически все, что нужно было для жизни, производилось внутри самого хозяйства, и торговые связи этого хозяйства были минимальными. И существовало еще два уклада, кроме мелкотоварного и патриархального. Это государственно-капиталистический и частно-капиталистический. Так вот, этот государственно-капиталистический уклад по мере вползания России в Первую мировую войну стал расти семимильными шагами. Это то, что Ленин потом назвал ГМК, государственным монополистическим капитализмом. Когда в условиях войны гигантская сила государства сливается с гигантской силой капитала, это ленинское выражение, в один механизм. Ленин, кстати, считал ГМК непосредственной предпосылкой для строительства социализма, потому что ГМК это есть нечто обобщенное, а значит поддающееся учету и контролю, понимаете? Поэтому, когда мы говорим о промышленном подъеме России, то надо смотреть все в диалектическом, так сказать, взаимодействии и противоположности. Надо быть диалектиками, надо обладать способностью марксистского подхода к анализу, к всему этому, а не просто петь аллилуйю, как наши царебожники. Не случайно, кстати, еще в прошлом году, осенью, мне позвонил Мединский и говорит: Евгений Юрьевич, я тут готовлю один доклад, значит, по развитию царской экономики в начале 20 века, накануне Первой мировой. Вот. Меня, говорит, не очень убеждают те аргументы, которые выдвигают царебожники по поводу того, что все цвело и пахло. Вы не могли бы мне посоветовать какие-то работы более серьезных авторов на сей счет? Естественно, я ему порекомендовал, во-первых, статью Андрея Матвеевича Анфимова «Россия при Николае II. Цифры и факты». Блестящая статья, очень небольшая, но концептуальная по своей сути, которая выходила ровно 31 год назад, в 95 году, буквально за год до смерти Анфимова. Анфимов это был очень крупный советский историк, блестящий знаток царской экономики второй половины 19-го, всего 19 века и начала 20-го. Причем у него были отдельные монографии и по крестьянскому хозяйству, и по помещичьему хозяйству, ну и так далее, и так далее. То есть это был настоящий профиль, выдающийся ученый в прямом смысле. О нем сейчас, к сожалению, забыли, но его труды носили фундаментальный характер и не потеряли своей научной ценности до сих пор. Потом я ему, безусловно, порекомендовал работу Александра Владимировича Островского. Это еще один выдающийся ученый. Он буквально за год до смерти написал, а она уже, эта книга была опубликована после его смерти в 15 году, как раз об экономике России накануне Первой мировой войны, где он, кстати, расхерачил этого Бориса Миронова, тоже ленинградского историка, этого фантазера, который оказался фальшивомонетчиком, банально перевирал все факты, якобы факты, подчеркнутые из источников, понимаете, доказывая, что уровень жизни основной массы населения страны, прежде всего крестьян, не был уж таким тяжелым и беспросветным, как нам типа рисовали советские историки. А он там занимался манипуляцией. Слушайте, что он делал? Он сравнивал душевой доход, например, условно говоря, разных сословий, но при этом, если он брал там доходы какой-то семьи, то он их сравнивал по, общему объему их дохода, но не по душевому доходу. Условно говоря, вот он берет семью какого-то профессора там Санкт-Петербургского университета. У него, например, годовой доход семьи был 100 рублей, условно говоря. А крестьянское хозяйство, годовой доход семьи был, например, 90 рублей. Вроде бы, есть немножко это разница, но не такая существенная. Что делал этот негодяй?
Он никакой разницы не делал по поводу душевого дохода. Профессорская семья была 3-4 человека. И получалось, что на одно рыло выходило там 30-25 рубликов. А крестьянская семья была 10-12 человек. И выходило, что на одно рыло получалось там 8-6 рублей. Но сравните, 30 рублей или 8. Это разница в 4 раза. Вот вы, предположим, сейчас, вы получаете, например, 200 тысяч рублей, а ваша супруга получает 50 тысяч рублей. Большая разница в доходах, скажите. 50 тысяч ты еле-еле концы с концами сводишь. Понятно, да? За квартиру заплати, за лекарства, за еду. И тебе ни на что не остается. А 200 тысяч, это не ахти какие, но все-таки это деньги, на которые можно жить. Я, безусловно, утрирую, я просто показываю сам механизм манипуляции и фальсификации, понимаете? Вот эта книга Островского. И, наконец, замечательное исследование Саши Пыжикова, которое вышло за год до его смерти, «Взлет над пропастью». Причем я должен сказать, что Саша там проявил себя как новатор, он не только использовал архивные документы, мемуары, 5-10, он очень активно изучал и анализировал прессу того периода, особенно биржевые ведомости. А это главная была экономическая газета, которая показывала состояние рынка, реальное состояние рынка, вот, понятно, движение капиталов, значит, рост промышленного производства или наоборот его упадок и так далее, и так далее. И потом, когда, значит, Мединский прочитал этот доклад, я его слушал. Кстати, очень хороший доклад был, такой содержательный и нормальный, хороший доклад. И он меня тогда потом уже поблагодарил. Говорит: Евгений Ильич, спасибо вам большое, что вы меня навели вот на эти исследования. Потому что понятно, что же мы все как бы вроде бы историки, но каждый из нас все-таки специализируется в какой-то сфере, какую-то он область, какой-то период знает гораздо лучше, чем другие. Понятно, что любой профессиональный историк, он должен свободно как бы плавать вот в море, по крайней мере, своей отечественной истории, если он специалист по истории России. Вот. Но это и я многих вещей не знаю, и мне тоже, например, по каким-то вещам надо у кого-то консультироваться, я в обязательном порядке это делаю, вот, и спрашиваю, вот. Так что вот таким образом. Маленькое уточнение, а вы себя относите к материалистам? Конечно. Я марксист по своим воззрениям, и я стараюсь подходить к оценке и изучению исторических процессов, опираясь на марксистскую методологию. У нас же сейчас многие даже не понимают, что такое методология. А это база. Понимаете, без методологии нет науки. Вот принципиальная разница между мной и любителем истории, или между мной между Герой Артамоновым, и другими моими профессиональными коллегами. Они в основе своих исторических познаний кладут методологию. Да, кто-то, например, позитивистскую методологию, не марксистскую. Кто-то цивилизационную методологию, кто-то вот марксистскую методологию. Но, по крайней мере, они изучают исторический процесс через призму вот этих вот основополагающих как бы постулатов и методов познания. Я 100 раз говорил, что собой представляет марксистская методология, что надо все рассматривать во взаимосвязи и взаимодействии, используя как раз вот те самые законы диалектики, которые Маркс и Энгельс положили в основу своего научного подхода. Это надо рассматривать все явления и события конкретно исторически. Надо в обязательном порядке устанавливать причинно-следственные связи между событиями, а не просто тупо фиксировать факт. Надо обязательно давать оценку, классовую оценку тем или иным событиям и явлениям и так далее. То есть есть целый набор основных положений марксистской методологии, которые я неизбежно использую при изучении исторического процесса и при написании своих трудов, понимаете? Если человек не знает вообще, что такое методология, а тем более ей не пользуется, его нельзя назвать ученым-историком. Это кто угодно, понимаете? Он любитель, он фальшивомонетчик, я не знаю. Вот. Но они многие не понимают этого. Почему я и говорю, что у нас, к сожалению,
в историческую науку, слово «наука» я беру в кавычки, полезло огромное количество шарлатанов. Они думают, что они прочитали одну-две, ну пускай 10 книжек и Бога за бороду схватили. Вот они профессиональные историки. Для того, чтобы стать профессиональным историком, надо получить для начала хотя бы базовое историческое образование. Ну и это не гарантия того, что ты станешь историком. Тебе надо всю жизнь заниматься своей профессион де фуа. Потому что у меня, например, много моих коллег, которые закончили ИСТФАК, получили историческое образование, но потом свою жизнь связали с другими сферами человеческой деятельности. Кто-то с банковским сектором, кто-то перешел, например, на политологию, там защитил диссертацию, стал профессором, доктором, кто-то занялся таможенным делом, кто-то просто воспитанием детей и так далее, и так далее. И понятно, что их изначальное базовое историческое образование, оно уже улетучилось. Оно уже не, ну, как бы не дает даже оснований их называть, в принципе, историками. Хотя у них есть это образование. Но у нас полно людей, которые не получали базовое историческое образование. Они защищали диссертации, кандидатские, докторские по истории. Как правило, это представители каких-то гуманитарных наук или сфер деятельности, ну, например, те же дипломаты, сотрудники МИДа частенько защищали кандидатские по истории и докторские по истории. Ну, полным-полно примеров, там и Тихвинский, и Борисов, и вот. Но они никогда не претендовали на то, что они историки. Они, да, писали в основном их труды касались биографии тех или иных крупных политических деятелей, государственных деятелей, дипломатов, или, например, истории международных отношений. Они не лезли, собственно говоря, в пласт самой истории. Там изучение, например, политических процессов, классовых процессов, экономических процессов. Они вот, будучи природными дипломатами, занимались именно этим. И не претендовали ни на что больше. Но, к сожалению, сейчас находятся разного рода щелкоперы, которые корчат из себя великих историков и знатоков всего и вся, понимаете? Ну, ради бога, я как бы не претендую на это. Я же не являюсь, например, специалистом там в физике, в химии там и так далее. Я близко, вот вы никогда не услышите от меня какие-либо рассуждения на вот эти далекие от моего интереса темы, потому что я там, ну, как свинья в апельсине. И это естественно, потому что ученым-энциклопедистом мог быть только Ломоносов. И это объяснимо, потому что уровень научных знаний был тогда довольно скуден, поэтому он оставил заметный след и в химии, и в минералогии, и в физике, и в лингвистике, или вернее филологии, и в истории. Поэтому его и называют ученым-энциклопедистом. Но это был 18 век, середина 18 века. Это почти 300 лет назад, извините. Сейчас обладать вот такими универсальными знаниями во всех основных отраслях науки не может никто. У него даже пускай будет 7 пядей во лбу. Но не надо пытаться и пыжиться, значит, быть на всех похоронах покойником и на всех свадьбах женихом. Но у нас, к сожалению, есть такие персонажи, которых хлебом не корми, они хотят везде, значит, быть исключительно единственными и неповторимыми. Но мне кажется, что это у любого нормального человека вызывает просто смех. Ну, можно не любить, можно ненавидеть, это в порядке вещей. Но когда кто-то начинает вызывать смех, ну, это уже самое последнее дело. Я так считаю, понимаете? Спасибо. На прямой связи с нашей студией был историк Евгений Спицын, которого мы, как и всегда, благодарим за свет просвещения. Не сдаемся. Спасибо. Держимся вместе. Классовая борьба продолжается. Пока-пока. Спасибо, всего доброго, до новых встреч.